Привет, 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 песеры, с вами Морж. На своем экране вы сейчас видите сайт eFootball Hub, а значит, настало время поговорить о прокачке, собственно, новых шоу-таймов, ну и новых игроков, которые вместе с шоу-таймами в этом паке у нас присутствуют. Не всех отсюда я выделил только самых высокорейтинговых, а Нана, Стоунс и Жоамарио, к сожалению, пройдут мимо меня, мне они абсолютно показались неинтересными. Ди Лоренцо тоже. Если ты хочешь сам смотреть прокачки, можешь заходить на сайт eFootball Hub, можешь скачать приложение eHub, оно есть и на Android, и на iOS. Все удобно, все хорошо, все замечательно. Ну и само собой будем говорить о Холланде, Родри и Бастоне, которые в виде шоу-таймов у нас появились. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на Android с российских карт, то я могу тебе с этим помочь. На мобилочку донат можно сделать через меня. Пиши мне в личку в Телеграме, ссылки в описании в закрепленном комментарии. В общем, с этим можно разобраться. Ну, давайте теперь переходить к игрокам и, собственно, к их прокачке. Итак, начнем, пожалуй, с Тонали. Якорь, у него игровой стиль, что очень даже хорошо для опорника, но сразу обращаю внимание на правый угол, что на центральном полузащитнике он имеет на единичку рейтинга выше. Но Якорь на центральном полузащитнике работать не будет, поэтому, несмотря на чуть буст на ЦПЗ, мы все-таки будем качать его под опорника. Тонали был у нас уже во многих вариантах. Самый лучший, наверное, для меня был вот этот 96-й со стилем от штрафной до штрафной, которого четко ставишь на центрального полузащитника, и там он то ли 99-й, то ли вообще 100-й, короче, такой почти что Пирло. В центре поля очень имбовая карточка, ну а до этого 93, 94, 95, вот якорь, который сейчас, 95 до этого был якорь, 94, 94, 93. В целом карточка очень хороша, но опять же, я вижу Тонали все-таки больше центральным полузащитником, но здесь четко под опорником мы его качаем. Итак, на автоматической прокачке 95 хорошо, 12 защиту, 4 борьба в воздухе, 8 сила ног, выносливость, 2 ускорения, 4 в дриблу, 4 в пасы. 12 защиту, много, конечно, ну опорнику, само собой, нужна защита, поэтому здесь, наверное, с автоматической прокачкой я бы не спорил. Да, 2 в ускорение это очень мало, дрибла, я бы, может быть, пожалуй, дриблу ему чуть-чуть уменьшил, а ускорение чуть-чуть увеличил, чтобы добавить баланса. Все равно он бы получился 95, и тем не менее... Ну, дрибла прям сильно ли нужна опорнику? Мне кажется, что не прям уж сильно. Оставим двоечку, потому что, ну, удары... Да, подкрутка, в принципе, у него есть кое-какая, но он будет редко выходить на ударную позицию, сами понимаете, якорь все-таки будет держаться поодаль. По навыкам есть у него обводка двойным касанием, ведение подошвы, дальние удары, удары по восходящей, пас в касание, пас на ход, точность подач, низкий пас навесом, перехват. И вот опять же, даже по навыкам видно, что это центральный полузащитник, потому что из защитных навыков только перехват. Если же мы качаем именно под опорника, под якоря, само собой... Нужно добавлять по максимуму защитные навыки. Боевой дух, то понятное дело. Подкат, блокировщик, верховое главенство. Вот это все обязательно нужно ему добавлять и ловить, собственно, при помощи... этих, как его, ботиночки, да, добавление навыков у нас называется. Далее, Фернандеш, стиль от штрафной до штрафной, центральный полузащитник, в принципе, может стать в опорку, но сами видите, лучше всего он будет чувствовать себя на центральном полузащитнике. Итак, 12 тут аж летит в пасы, очень много, на самом деле, очень дорого, я считаю, что 90 пас низом, 90 пас навесом уже хватит с головой. Удары, в принципе, реализация у него даже кое-какая есть для центрального полузащитника. Да, 8 в дриблу, ладно, окей, 4 всего... в ускорение, 8 в скорость, вообще ничего в корпус, хотя корпус у нее есть кое-какой, и 6 в защиту. Защита поганая, то есть хорошая агрессия, будет агрессивно отбирать, но при этом не слишком хорошо, собственно, будет это делать. Не знаю, 12 статов. В принципе, да, давайте поднимаем защиту до 8 и ускорение тоже поднимаем до 8. Получается он 95-м, а не 96-м, но я считаю, что пас низом и пас навесом по 90, сами понимаете, что сыгранность еще где-то даст плюс 2 к этому всему, то есть будет где-то 92-92, либо 93-93. И плюс, если он еще на хорошем настроении, это будет 95-95, ну типа вообще с головой. Я не считаю, что сюда стоит вкидывать лишние статы. А вот ускорение и баланс ему пригодится на позиции центрального полузащитника. По навыкам, ножницы, ведение подошвой, сложные дальние удары, удар без подработки, пас в касание, пас в разрез, пас на ход, низкий пас навесом, боевой дух, подкат. Опять же, добиваем ему защитные навыки, пасы у него в принципе есть, можно разве что добавить еще слепой пас. Сила удара 86, в принципе, дальние удары, сложные дальние удары можно ему добавлять. Подкрутка 70, подкрутку лучше не использовать.
Другие версии у нас были 94-й он был и 93-й он был. Остальные 91-й, 91-й, ну тут совсем было немножко. То есть карточка, в общем-то, топовая. Наверное, он 99-й будет, если качать на автомате и с сыгранностью. Может, 98-й. Далее Винни, 96-й он у нас, и был он у нас... А был он у нас даже 98-й. Вот. Был 95-й, был 96-й, был 97-й. У меня как раз, по-моему, такой, а может у меня и 98-й, я, если честно, не помню уже. Этот всего лишь 96-й. Ну, мягко говоря, могли сделать и 98-м, потому что он уже был 98-м. Естественно, позиция только левый нападающий. Автоматическая прокачка, 4 удары, ну тут ему реализация нужна, 4 в пас, пас говёненький, дрибла понятно, 8 ускорения, 8 скорость. Здесь на самом деле, ну да, корпуса у него нет, поэтому сюда даже вкидывать, даже смотреть на это все смысла нет, пасы улучшать смысла нет, реализацию аналогично. Здесь я, в принципе, согласен с автоматической прокачкой. Есть ножницы, обводка двойным касанием, эластика сомбреро, ведение подошвы, удары по восходящей, акробатика, игра пяткой, пасы в разрез и хитрость. Такс. Что нам бы нужно было сюда? Я считаю, что ему обязательно, как воздух, нужен удар без подработки. Боевой дух, понятное дело. Пасы в разрез есть, пас на ход тоже можно добавлять, слепой пас можно добавлять. Сила удара 77, ну не знаю, по-моему, не слишком ему хорошо пойдут дальние удары и сложные дальние удары, и дальние подкрутки тоже как бы не особо, при том, что еще и слабая нога хреновая, подкрутка шведкой тоже как бы не в тему. Ну вот это вот примерно я бы ему добавлял. Далее Кимих, опять же, 85 опорник, 88 центральный полузащитник. И Кимиха как раз можно качать как ЦПЗ, потому что стиль дирижер будет работать на центральном полузащитнике. Поэтому вот здесь вот опорничка меняем на центрального полузащитника и смотрим автоматическую прокачку. Да, он будет 95 как опорник, но по факту он будет 99 как центральный полузащитник. Что очень даже, мягко говоря, неплохо. Но опять же, посмотрите, насколько пас низом и пас навесом переапан. До 8 убираем, 92 за глаза просто. Зато у нас есть лишние аж 6 статов, которые, на самом деле, я бы вкинул в защиту. Вот. То есть мы получаем и защиту, корпуса у него особо нет, есть кое-какой прыжок, ну, смысл улучшать. 8 скорость, да, здесь обосновано, выносливость нужна, скорость и так не слишком хорошая, нужно улучшать. 4 в ускорение, окей, 8 в дрибла, окей, 8 в пас, окей. Итого имеем опорника 96, центрального полузащитника 99, все отлично с пасом, умеющего в защиту, умеющего в дриблу, да, не слишком быстрого именно по максимальной скорости, но в принципе рывок какой-никакой у него будет, плюс отличная выносливость. По навыкам: удары с подсечкой, пас в касание, пас в разрез, пас на ход, точность подач, перехват, акробатический вынос, способности капитана, боевой дух, подкат. По защитным навыкам не хватает блокировщика, пасы все есть, в принципе сила удара 82, да, если используете как центрального полузащитника, дальние удары, сложные дальние удары вполне себе можете ему ловить, в принципе пригодится. Даже подкрутка кое-какая есть, поэтому может быть дальние подкрутки, если вы любитель этого дела. Ну и переходим к шоу-таймам. Первый у нас Бастони, 190 сантиметров итальянской мощи. Значит, Бастони у нас были 94-й, был 96-й от сборной Италии. Был 97-й, это вот этот. Понятно. Значит, максимальная карточка его на данный момент. Смотрим автоматическую прокачку, 15 в защиту, 15, чё так, это ж очень дорого, давайте хотя бы до 12 опустим, и 12 левых статов уже получаем. 8 в корпус окей, 4 в скорость окей, 4 в ускорение окей, дриблы нет как таковой, есть пас, ну удары, понятно, тоже нет. Ну типа с одной стороны, да, можно было бы вот здесь на 4 поднять пасы, они в принципе у него неплохие. И 8 статов у нас остается, то есть теоретически можно поднять ускорение на 4, либо скорость на 4. Либо, ну, в дриблу смысла нет. Можно корпус поднять, получается на 2, еще 2 стата останется. Либо вот сюда запихнуть все-таки 2 стата дополнительных в защиту, и все. Наверное, я бы вот так и оставлял. То есть он все равно получается 97-м, как при автоматической прокачке. Вот. Но при этом мы с вами ему хоть немножко выровняли пасы. По навыкам: игра головой, пас на ход, опекун, перехват, верховое главенство, подкат. Само собой акробатический вынос, само собой боевой дух. Но остальное все на пас. В принципе, можно низкий пас навесом, пас в разрез, пас в касание.
Да и, в принципе, все, больше ему особо ничего и не надо. Родри, 98-я карточка его, он что на ЦПЗ 98, что на УПЗ 98 на первом уровне. Но опять же, стиль якорь, поэтому только опорник. Значит, автоматическая прокачка 12 в защиту, 4 корпус пойдет, ладно. 8 в скорость пойдет, ладно. Выносливость, сила удара у него увеличится. 4 в ускорение. Ну, тут у него вообще, конечно, беда, печаль. 4 в дриблу, 7 в пас. Я даже не знаю. В принципе, паса его такого для опорника за глаза. Мы получаем 6 левых статов, которые можно все-таки попытаться выровнять ему ускорение. Но нужно ли оно ему? Ну, то есть, сильно выровнять не получится. То есть, в принципе, мы можем сделать вот так. Но особо оно ничего не поменяет. Умение атаковать ему не нужно. Баланс и так говно, ускорение и так говно. Поэтому давайте вернем. Дриблу, ну, тоже смысла особого нет. Корпус. Не знаю, поднять корпус. Наверное, я бы так и сделал. То есть я бы добавил ему прыжок и игру головой, что для опорника очень важно. Сами понимаете, после выноса перехватывать верховые мячи. И добавил бы ему корпуса. То есть получаю я все равно 98-го, как и при автоматической прокачке, но мне кажется, так он смотрится немножечко посимпатичнее. Карточка на самом деле очень хороша. Навыки. Введение подошвы, удары по восходящей, пас касания, пас взвес, пас на ход. По пасам все отлично. Низкий пас навесом отлично. Опекун, перехват, верховое главенство. Само собой боевой дух, само собой блокировщик, само собой подкат. Ловим ему для опорных действий. Финт. В принципе, можно и какой-нибудь финт ему поймать. Делать будет не особо быстро, но будет, так сказать. Поэтому, в принципе, можно. Дальние удары, сложные дальние удары тоже вполне себе можно поймать. Он не слишком часто будет тусовать возле штрафной противника, но сила удара 90 тут будет говорить сама за себя. И эти два навыка ему помогут в некоторых ситуациях, так сказать, ситуативно. Ну и Эрлинг Холодец, только центральный нападающий, у него, естественно, позиция. Давайте смотреть на автомат. Значит, 9 в удары, реализация 95, с ума сошли. 94 хватит. Так, с паса пока тоже единичку снимем, пас говно, мы его даже трогать не будем. Дрибла, ой, бедная дрибла. Ускорение, вот тут ему, конечно, не хватает, и здесь, ладно, 12 статов оправданы, потому что баланс вообще жопа. Ускорение 84 всего будет, ну, не супер-мега-супер класс, и умение атаковать 93 пойдет. 8 в скорость, силу удара и выносливость вполне обосновано, 4 в корпус. И 4 стата у нас остается. Ну, само собой, защиту ему трогать не стоит. Пасы ему тоже трогать не стоит. Ну, потому что, ну, блин, он чистое завершение, чистейшее. Даже в штрафной для него отдать передачу будет достаточно большой проблемой. Дриблу, ну, не знаю, по-моему, нет. Если честно, я бы ему вот здесь вот борьбу в воздухе поднял бы до прыжок 81, корпус 90, игру головой 76. Точно так же я получил бы 99-ю карточку, как и при автоматической прокачке. По навыкам. Игра головой, удары с подсечкой, дальние удары, удары по восходящей, акробатика, игра пяткой, удар без подработки, штатный пенальтист, супер замена и боевой дух. Само собой, какие-то финты ловить ему абсолютно бесполезно. Дальние удары у него есть, можно поймать сложные дальние удары. Что бы еще я ему добавил? Игра головой есть у него? Да, игра головой есть. Ну, не знаю, можно, конечно, ловить вот этот слепой пас, пас касания, пас разрез, пас на ход, но, блин, с вот этими показателями паса их не выровнять. Ну, то есть, сюда либо до хрена реально надо вкидывать, либо их не выровнять. Можно поймать, вот если действительно ловить уже больше абсолютно нечего. По остальному, какие-то финты бесполезно, он бревно. Пасы аналогично, просто там жопа с пасом. Поэтому, ну вот, наверное, то, что можно было бы поймать. По карточкам были у нас 96-е, была 98-я его карточка, это Showtime предыдущий, это 99-й, а так у нас 96-й он был максимально. То есть это, по сути, самая сильная его карточка. Короче, дичайший сильный бегудок с охрененным умением атаковать. Так, у меня там обновление Windows что-то хочет. С дичайшим умением атаковать и дичайшей реализацией. Очень простой в использовании, стиль лису ворот. И был бы охотником, вообще цены ему не было. А так просто, наверное, 9 из 10. Был бы охотником, было бы 9,5 из 10. Потому что 10 из 10 никто не получает. Это должна быть вообще идеальная карточка. Вот примерно так, как я вижу прокачку этих игроков. Пиши, согласен, не согласен. Может, как-то по-другому качал, может, по другие позиции. Может быть, я где-то какие-то навыки упускаю для каких-то позиций. Тоже с удовольствием все это дело почитаю. Да и, в принципе, твой вариант прокачки могут прочитать другие люди, воспользоваться не моим, а твоим, почему бы и нет. Мудростью, так сказать, надо делиться. На этом прощаюсь, ребят. Давайте завтра попробуем выделить из бесплатной эпики, которые у нас были, накрутки, да, выделим интересных, поговорим о их прокачке, о всех, конечно, говорить не будем. Так что, далеко не разбегаемся. Как обычно, ребят, лайки, комментарии бесплатные. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.